Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Прошлый век жестоко обошелся с редкими животинками. Некоторые из них исчезли навсегда, а часть балансирует на грани жизни и смерти. Но вот наша сегодняшняя гостья выжила, да не абы как, а благодаря России. Встречайте египетскую Мау, короткошерстную, среднего размера породу кошек с пятнистым окрасом. Кстати, Мау пятнистые не только на шерстке, но и на коже, а слово «миу» в переводе с египетского означает кот. Ну и по традиции минутка истории. Современная история египетских Мау началась 100 лет назад, когда заводчики из Италии, Швейцарии и Франции занялись поисками и воссозданием этой породы. Однако Вторая мировая война нанесла страшный удар по породе, уничтожив почти все поголовье Мау. К середине 40-х годов прошлого века порода практически прекратила свое существование. Возрождением из пепла она обязана стараниям русской княгини Натальи Трубецкой, проживавшей в те годы в Италии. Там, случайно, Трубецкая получила себе во владение удивительную кошечку. Пятнистое создание умудрилось сочетать в себе серебряную шубку, крепкое телосложение и королевское изящество. Русская барышня очень полюбила такого красивого котика и была уверена, что предки ее Пушистика сидели аж на коленях у самих фараонов. В реальности проследить родословную мурчалки практически невозможно. Однако это не помешало Трубецкой попытаться восстановить породу. Русская дворянка с трудом смогла собрать 10 кошек, и вместе с этой когортой мурзиков Трубецкая переехала в США и организовала там питомник египетских Мау. Естественно, к делу подключились селекционеры. Они провели большую работу, разбавили генофонд кучкой котиков с улиц Египта и Индии и получили небольшую, но весьма элитную породу. А все потому, что ежегодно в питомниках ее продолжателями признаются только примерно 200 котят, хотя рождается намного больше. Почему? Все дело в очень жестких критериях отбора. Египетский Мау должен иметь множество мелких особенностей. Глаза цвета зеленый крыжовник, небольшую ямочку на лбу, один из 3 окрасов – бронзовый, серебряный или дымчатый, и узор в виде буквы М над глазами и W на уровне ушей по направлению к затылку – это так называемый скоробей. Также обязательно должен присутствовать макияж, 2 линии, подчеркивающие глаза и проходящие по скулам. Однако в такой жесткой селекции есть и свои плюсы. Благодаря такому отбору египетские Мау ведут все себя практически одинаково. Их поведение напоминает собачье. Мау готов постоянно быть возле хозяина. Он требует внимания к себе, обожает прогулки и всякие активные игры. Искупать свою 4-килограммовую тушку в воде Мау тоже очень любит. Египетский Мау – это очень активная и общительная порода кошек, которая не терпит одиночества. Она всегда на грани навязчивости и будет требовать вашего постоянного внимания. К тому же Мау очень разговорчивые и обладают мелодичным голосом, поэтому любителям тишины и ценителям личного пространства такой экстраверт не подойдет. К тому же у Мау ярко выраженный охотничий инстинкт, поэтому с мелкокалиберными соседями по дому они вряд ли поладят. Без плюсов у Мау, конечно же, тоже не обошлось. Этот пятнистый красавец весьма чистоплотен и прекрасно ладит с детьми. Кошки
Мау – идеальные матери. Довольно часто и коты берут на себя материнские обязанности и помогают ухаживать за котятами. Описаны случаи, когда коты помогают кошке и во время родов. Потом родители вместе заботятся о своем потомстве, обучают котят и приручают их к порядку. Кстати, у Мау очень длинный период беременности – около 73 дней. Обычно у кошек этот период составляет 65-67 дней. А еще эта порода более чувствительна к лекарствам и наркозу, чем другие домашние кошки. Стоит такая редкая кошачья красота от $1000. Египетский Мау будет верным и общительным другом семьи примерно лет 15 и наверняка наделит всех членов вашей семьи силой египетской. А вы бы завели такого египтянина дома? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!